жопы, сиськи, секс, трахаться. Теперь, когда я привлек ваше внимание, мы поговорим об одном из лучших фильмов Кубрика, да и, наверное, 20 века, «Широко закрытыми глазами». По совместительству это еще и последний фильм маэстро, домонтирован уже после его скоропостижной кончины. Режиссер умер от сердечного приступа, и, как по мне, очень символично, что Кубрик умер во сне, а последний его фильм — это тоже некая иллюстрация сновидений. Помимо интересной формы сна /реальности, картина затрагивает множество метафизических тем и чисто психологических проблем между мужчиной и женщиной, между супругами. Многие даже называют «Широко закрытые глаза» фильмом «Энигмой», то есть загадкой, у которой нет четкой разгадки. В нем много чисто авторской рефлексии по поводу своей жизни в браке. А я напомню, что Кубрик был трижды женат, и, вероятно, третий его брак с Кристиной был самым счастливым. Как и большинство фильмов Кубрика, «Глаза» — это экранизация романа Traumnovelle, новелла снов, немецкого писателя-шнистера. Действие романа происходит в Вене прошлого века. Кубрик берет и переносит события и персонажей книги в Нью-Йорк 90-х. А в качестве актеров главных ролей приглашает звездную пару — Тома Круза и Николь Кидман. В детстве, учась в школке, я посмотрел этот фильм и остался в таком фрустрирующем чувстве. Проще говоря, я вообще ничего не помню. Это как мем. Ничего не понятно, но очень интересно. Но будучи уже здоровенным лбом, я пересматривал картину и все больше получал кайфец. Тут тебе и голая Николь Кидман на пике формы, и оргия, и какая-то волшебная сказочная атмосфера. Я бы даже порекомендовал фильм в качестве новогоднего, так как действие происходит в канун Рождества, и можете подальше закинуть ваши диски с ирониями заливной рыбы и крепким орешком. Главные герои – американская буржуазная семья Харфордов от имени Харрисона Форда, типичного американца по мнению Кубрика. Преуспевающий врач Билл, его безработная жена Элис и маленькая дочь. Живут, значит, в Нью-Йорке живут. После новогоднего корпоратива накуриваются травкой и высказывают друг другу свои потаенные желания. Так как Билл воспринимает жену как должное, он совершенно ее не ревнует. А она от этого обижается и рассказывает, что несколько раз была на грани измены. В мыслях и снах она спит с разными мужиками, в то время как куколд-муж бездействует в стороне. Билл шокирован откровениями жены, но раздается звонок и его вызывают на работу. На дом пациента. Далее происходит ряд приключений, описывать полностью которые у меня нет ни малейшего желания. В общем, Том Круз скитается по ночному городу, как во сне, постоянно сталкиваясь с возможностью изменить и тем самым отомстить Жинке, но по разным причинам сдерживается. И даже когда методом махинаций попадает на закрытую оргию, где его школьный приятель играет на аркане вслепую, ему не удается никому присунуть. В дальнейшем события приобретают налет мистического триллера, где герой вынужден посещать те же места, в которых был прошлой ночью. В своем эссе о природе страха Фрейд описывал подобные ощущения от навязчивых повторений. Таких повторений в фильме масса, начиная от диалогов и близнецов, заканчивая хождением Круза по тем же местам. В конечном итоге Билл рассказывает о всех своих похождениях жене. Он спрашивает у Элис, что же им теперь делать с этим? Как дальше жить в таких пошатнувшихся отношениях? А Элис ему отвечает, что нужно просто трахаться. На слове «фак» фильм заканчивается. Кто-то сказал, что одна из прелестей брака состоит в том, что обеим сторонам неизбежно приходится лгать. И мысль о вынужденном вранье может быть невероятно гнетущей. Общественный договор двух людей и государства предполагает пожизненную моногамию, а природа человека в противовес полигаму. Отсюда и возникает диссонанс, как следствие развода, скандала и ссоры. Бороться с природой, конечно, можно, но труднее. Легко изменить, но чрезвычайно трудно сохранить верность. И вот такой кошмар женатика нам и рассказывает фильм с широко закрытыми глазами. Здесь, как и в предыдущей ленте «Сияния», мы видим некие размытые границы восприятия реальности и нереальности. В данном случае сна. Если сравнивать с подобными ощущениями в литературе, то нечто похожее можно ощутить о произведении Кафки. Например, от «Процесса», где ГГ тоже шароебится по городу без особой цели и имея лишь страх перед неким судебным процессом, олицетворяя нависшую угрозу и чувство государственного контроля над человеком. Также в фильме задевается тема декадентного умирающего общества потребления. Семья Харфордов, как и весь представительный Помонт, это богатые обеспеченные люди, которые теряют некие нравственные ориентиры из-за потери смысла существования. Первая фраза, которая произносится в фильме: «Дорогая, где мой бумажник?» А главный герой озабочен лишь работой и покупкой новых вещей. Это говорит о кризисе, который рано или поздно почувствует любой человек, живущий в капиталистическом обществе. Личностное обогащение приводит в конечном итоге к бегу внутри колеса. Подобно хомячкам люди вынуждены покупать телефоны более новых моделей, машины более высокого класса и квартиры в более приличных районах. Но от этого их жизнь качественно не меняется. Герой Круза настолько не уверен в себе и собственной жизни, что его то и дело влечет к смерти. Сначала его пациент умирает, а его влечет к дочери пациента.
Потом он целует труп женщины в морге, которая, возможно, была на костюмированной оргии. И влечение к смерти, как я уже говорил, тоже одна из излюбленных тем Кубрика. Вообще, этот фильм, если бы и не был последним в карьере Кубрика, то его все равно нужно было бы сделать последним. Потому что он подводит итоги всех его тем и делает это великолепно. Сами съемки заняли рекордные 400 дней. Актеры рассказывают, что буквально жили на студии и отказались от их личных жизней. Круз, например, будучи топ-знаменитостью на тот момент, был вынужден отказаться от массы прибыльных проектов и на 2 года исчез с экрана. Как и Кидман. В своем перфекционизме Кубрик здесь тоже достиг пика. Рассказывали даже абсурдные случаи, когда Стэнли останавливал съемки из-за одной тусклой лампочки в освещении. Диалоги прогонялись сотни раз, а декорации были воссозданы по кадрово с реальных нью-йоркских улиц. Подводя итог, можно сказать, что эта картина – квинтэссенция всего творческого таланта Стэнли Кубрика. Фильм критиковали только конченые долбоебы за неестественность, что город не похож на реальный, что все персонажи слишком нереальные и разговаривают странно. Но таким людям я бы гвоздь в голову вбил. Ибо кем нужно быть, чтобы воспринимать Финчу как баг, если вы понимаете о чем я. Николь Кидман в образе Элис нарочно выглядит как женщина мечты. Мамочка и топ-шлюха одновременно. Круз в образе Билла тоже красавец. Врач с карманами полными бабок. Город — это сказочный Нью-Йорк мечты. Такой, каким он был в снах самого режиссера, по которому он, конечно же, скучал в последние годы жизни. Включить композицию группы Браво. Этот город самый лучший. Автор идеи — Сам Щит. Текст читала Хижина.